Перед началом истории хочу обратить внимание на вкладку «Спонсорство» на моем канале. Она находится около кнопки «Подписаться на канал». Нажав на эту вкладку, вы сможете поблагодарить меня, автора канала. Там вы увидите 4 вида пожертвования. Вы сможете пожертвовать мне средства один раз или оставить списание ежемесячно на эту сумму. Для спонсоров я смогу открывать ранний доступ к новым видео без ожидания проверки YouTube. Ваши комментарии будут первыми под видео, и под именем будет появляться специальный значок спонсора. Я никого не заставляю это делать, это желание каждого. Всем спасибо, кто меня понимает и поддерживает. В 1994 году 16-летняя Кэрен Уидас жила в Весеноминге, штат Филадельфия. Молодая девушка наслаждалась жизнью, не подозревая, что лето 1994 года станет роковым в ее судьбе. Что же произошло с Кэрен? Попробуем разобраться. В 1991 году 13-летняя девушка стала встречаться с 17-летним парнем, Леонардом Тилтоном. Отношения у молодых людей были очень хорошие. Он постоянно говорил: «Я люблю тебя, ты красивая». Но мама Кэрен, Бетти, сказала, что она чувствовала что-то странное в парне ее дочери. Иногда даже и сама Кэрен делилась с матерью опасениями по поводу своего молодого человека. Она говорила, что он жуткий, временами она даже не хотела быть рядом с ним. Поэтому после 2 лет отношений, когда Кэрен было 15 лет, влюбленные подростки расстались, и сначала Леонард не возражал против расставания. Кэрен же хотела начать жизнь с чистого листа. Она хотела снова завести друзей, но всякий раз, когда она упоминала о том, что гуляла с другом из школы, завела новую подругу, бывший парень Леонард ревновал. Вскоре она начала встречаться с другим парнем и думала, что Леонард наконец-то от нее отстал. Однако время от времени он звонил ей, спрашивал, как дела, как будто он хотел по-прежнему оставаться друзьями. На первый взгляд все казалось прекрасно, но все было далеко не так. Под этим внешним спокойствием назревали серьезные проблемы. Кэрен начала получать звонки от бывшего парня. Он всегда звонил с телефона автомата. Назойливые звонки постепенно переросли в угрожающее поведение. Однажды девушка ушла из школы раньше, чем обычно, но об этом никто не знал. Когда же она пришла домой и закрыла дверь, кто-то быстро постучал. Открыв дверь, Кэрен увидела Леонарда. Спросив, что ты здесь делаешь, она услышала, что он просто был по соседству, хотя жил парень примерно в 45 минутах от ее дома. Это был первый звоночек для молодой девушки. Неужели Леонард за ней следил? Но тогда Кэрен еще не сильно переживала насчет странного поведения бывшего парня и полицию вызывать не думала. Затем, примерно через год после их разрыва, Леонард сказал ей, что переезжает в другой штат, Калифорнию. Он даже пришел к девушке домой и обнял ее маму на прощание. Но Кэрен и ее мама сразу поняли, что переезд – это неправда. И их подозрения подтвердились. Однажды Кэрен со своим новым парнем ехали в автобусе прямо возле дома Леонарда и увидели его, разговаривающего по телефону-автомату. Потом жуткие телефонные звонки девушки возобновились и стали еще хуже. Их стало так много, что маме Кэрен пришлось сменить номер телефона. Не имея возможности связаться с девушкой, Леонард начал писать письма, якобы из Калифорнии. Он сказал, что встретил девушку по имени Кэрен, которая была того же роста, что и она, и того же веса, что и она, о том, что она сейчас беременна и что он собирается стать папой. Затем еще одно мучительное письмо в почтовый ящик получила девушка, в котором Леонард признался, что солгал о переезде на западное побережье и признался в своей бессмертной любви к ней. К тому времени прошел год и 4 месяца, как Кэрен и Леонард расстались. Жизнь была прекрасна. В тот момент, когда Леонард вернулся домой из своей выдуманной калифорнийской поездки, они возобновили дружбу, и она, даже не боясь, пригласила Леонарда пообщаться с ней и ее новым парнем. Через несколько дней бывший парень снова позвонил Кэрен,
и сказал, что покрасил волосы в черный цвет, и ей просто нужно было это увидеть. Он приехал на автобусе к ней домой, чтобы показать свои крашеные черные волосы. Когда Леонард уходил, он посмотрел на Кэрен и сказал: «Я могу убить тебя, потому что никто не знает, что я здесь». Она сразу закрыла дверь. Она чувствовала что-то неладное, но ничего не предпринимала. И это было фатальной ошибкой. Всего несколько дней спустя, ранним июньским утром, девушка услышала, как кто-то бросает камни в ее окно. Это был Леонард. Он жестом показывал ей впустить его в дом. Кэрен поговорила с ним возле двери, не желая, чтобы он заходил в дом. Она понимала, что его там быть вообще не должно. Но Леонард был настойчив, сказал: «Дай мне несколько минут, и я уйду». Но он не уходил. Кэрен заволновалась и позвонила своей бабушке, которая жила через несколько домов ниже по улице. Она продолжала ссориться с Леонардом, чтобы он ушел, но он и не собирался. Поэтому она вернулась в свою комнату на втором этаже, закрыла дверь спальни и снова легла в кровать. Тем временем бабушка Кэрен пришла в дом, обыскала его и, никого не найдя, спокойно ушла. В своей спальне девушка задремала, но вдруг неожиданно проснулась от странного ощущения. Она увидела, что возле ее кровати находился Леонард, а его руки были под простынями, и он трогал ее ноги. Кэрен вскочила с кровати и закричала. Она побежала вниз, Леонард за ней. Она пыталась сохранять спокойствие, снова прося его уйти. Но тут наступили самые страшные минуты в жизни девушки. Леонард сказал: «Я могу тебя задушить». Он схватил ее, а потом поднял, держа за шею. Кэрен потеряла сознание и упала. Когда она пришла в себя, она заметила, что Леонард снял с нее одежду и одел ее в платье. Ее грудь была залита кровью. Он стоял на коленях на полу рядом с ней. Подняв нож над своей головой, Леонард ударил ее им, при этом издав ужасный крик. В тот момент девушка попрощалась с жизнью. Она думала, что больше никогда не увидит солнце. Мать Кэрен была на работе, а она так хотела ее увидеть перед смертью. Далее события развивались так. Леонард взял нож, завернул его в полотенце и бросил под кровать. Потом он подошел к лежащей Кэрен. Нагнувшись, он поцеловал ее в губы и сказал, что любит. Накрыв простынями, он затолкнул ее под кровать и вышел из комнаты, бросив ее умирать. Но девушка решила бороться. Она прижала правую руку к ране на груди, выползла из-под кровати и, пошатываясь, пошла к телефону, чтобы позвонить в 911. Дозвонившись в спасательную службу, она сказала: «Меня убивают». Но не тут-то было. Уже уходивший Леонард услышал разговор девушки и вернулся, чтобы добить ее. Он схватил ее за лицо, сбил с ног на пол, а затем сказал: «Просто умри, Кэрен, позволь себе уйти, позволь себе умереть». Кэрен уже практически умирала, но несмотря на глубокую рану возле сердца, она еще была жива. Нападавший ушел, на этот раз навсегда. Она твердила себе: «Он не собирается меня убивать, он не победит». Каким-то образом ей удалось вытащить свое окровавленное полуобнаженное тело из дома. Она с большим усилием дошла в дом своих бабушки и дедушки, который находился недалеко. Кэрен поднялась по ступеням и вошла в их дом. Они вскочили, и дедушка схватил ее. В этот момент она уже практически потеряла сознание. Через дорогу жил офицер полиции. Выйдя из дома и увидев все происходящее, он понял, что основная задача в тот момент – задержать убийцу. Из последних сил девушка смогла дать офицеру описание своего мучителя. Он незамедлительно связался со своими коллегами. Сильно истекая кровью и находясь на грани смерти, Кэрен смогла сказать прибывшим полицейским, что они могут найти Леонарда на соседнем мосту, где он сказал ей, что собирается спрыгнуть. Полиция отреагировала незамедлительно и нашла Леонарда. И на самом деле он был на мосту, собираясь прыгнуть. И они сказали, что когда его арестовали, у него в руке была фотография Кэрен. Причем полиция даже не сразу признала ее. Они не узнали, кто это, ведь она была избита до неузнаваемости.
Тем временем Кэрен отчаянно боролась за свою жизнь. Ее срочно доставили в больницу. Там девушке сделали разрез и вставили дренажную трубку, потому что у нее было повреждено легкое. На тот момент медики еще не знали, было ли ранено ее сердце. Врачи почти не надеялись, что она переживет и ночь. Как только они более-менее стабилизировали ее состояние, они позволили семье Кэрен зайти к ней в палату, чтобы они смогли попрощаться. Полиция же просто ждала около больницы, ожидая момента смерти. Но, как ни удивительно, она выжила. После того, как Кэрен пришла в себя и немного восстановилась, ей сообщили, что Леонард также ее изнасиловал. Девушка вспоминала: «Это изменило все. Все знали, что меня изнасиловали, кроме меня. Я была буквально последним человеком, кто узнал об этом. И я помню, что первые мои слова были: «Моя мама знает? Знают ли мои бабушка и дедушка?» И мне ответили: «Да». Позже дело было передано окружному прокурору. «Это было ужасное нападение», — рассказывала прокурор. «Я не раз работала с уголовными преступлениями, видела дела об убийствах, в которых травмы были намного меньше, чем те, которые получила Кэрен». Но дальше события развивались так. Леонарду Тилтону не было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Вместо этого ему были предъявлены обвинения в изнасиловании, нападении при отягчающих обстоятельствах и хранении холодного оружия. Даже на предварительном слушании он продолжал терроризировать Кэрен. Она вспоминала: «Я дала свои показания о том, что произошло в тот день, пока мой нападавший смотрел на меня через зал суда. Он был в тех же самых ботинках, шортах и во всем, что было у него в день нападения. И как только я закончила давать показания и заявила о том, что он со мной сделал, он сказал мне: «Я люблю тебя». Судья же посоветовал мне просто проигнорировать это. После слушания Леонард Тилтон смог внести залог и вышел под залог из тюрьмы. Поразительно, но Кэрен об этом не уведомили, и узнала она об этом только тогда, когда подошла к своему почтовому ящику. Как только его выпустили, он написал ей письмо, в котором говорилось, что она была единственной девушкой, которую он когда-либо любил, и ему жаль. Кэрен и ее мама открыли это письмо вместе. Они отчаянно читали эти отвратительные слова. Было похоже, что этот человек думал, что он выше закона. Леонард действительно считал себя выше закона. Он пропустил слушание об освобождении под залог, а после ареста признал себя виновным по обвинениям в совершении тяжкого преступления, включая нападение при отягчающих обстоятельствах и изнасилование. Кэрен считает несправедливым то, что Леонарду было предъявлено обвинение именно по этим статьям, потому что это явно было преднамеренное убийство, сказала позже девушка в интервью. «Он говорил мне умереть, он несколько раз ударил меня ножом, он несколько раз душил меня, он бил меня по лицу, пока я не теряла сознание снова и снова». Леонарда Тилтона посадили в тюрьму, но даже тюремная камера не могла помешать ему терроризировать ее. Кэрен рассказывала: «Это был мой день рождения, и я ответила на звонок, и все, что я услышала, было: не вешай трубку. И как только я услышала этот голос, я упала на колени, начала кричать и сказала ему: заткнись. Затем он сказал мне, что тюрьма совсем не такая, как он ожидал. Она для него как дом отдыха». После окончательного судебного слушания Леонарда Тилтона приговорили к тюремному заключению на срок от 15 до 40 лет, что означает, что после 15 лет заключения он имеет право на условно-досрочное освобождение. И по действующему законодательству прошение на досрочное освобождение могло происходить не раз в 5 или 10 лет, а каждый год. Леонард Тилтон стал подавать заявление об условно-досрочном освобождении каждый год с тех пор, как получил на это право в 2009 году. Но пока комиссия по условно-досрочному освобождению считала его непригодным для возвращения в общество. Таким образом, Кэрен была вынуждена заново переживать свой кошмар каждый раз,
когда она боролась за то, чтобы Леонард оставался в тюрьме. Кэрон стала призывать законодателей принять закон Кэрон, который бы ограничивал процесс повторного прошения об условно-досрочном освобождении для преступников. Кэрон сказала: «Я буду добиваться этого для моей собственной безопасности после всего, через что я прошла, для любой жертвы, которая проходит через что-то, даже отдаленно близкое к тому, что я пережила». Мама Кэрон убеждена, что если Леонард Тилтон когда-нибудь снова выйдет на свободу, он вернется за ее дочерью и закончит начатое. «Я очень боюсь, потому что чувствую, что он найдет ее, он захочет закончить то, что начал, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить его». В 2019 году сенатор штата Пенсильвания представил закон Кэрон, официально названный «Законопроект Сената номер 123». Данный законопроект позволил Совету по условно-досрочному освобождению продлить время ожидания для заключенных, обвиняемых в преступлениях сексуального характера, с 1 года до 3 лет. Окончательно закон Кэрон был принят 25 ноября 2020 года Содружеством Пенсильвании. Леонард Тилтон же, которому в 2020 году уже было 47 лет, находится в исправительном учреждении штата Пенсильвания. Оставляйте свое мнение о данной истории в комментариях.